走上那一步。下山的路我已经选好了。 Святой Хуан Цюань, также известный как Святой Желтых Источников, оставил крайне ценное наследие в племени 9 глубинных питонов. Среди прочего, особенно стоит выделить технику высокого уровня Тянь, гнев безмятежного источника. Никто в племени глубинных питонов никогда не практиковал божественный гнев безмятежного источника, потому что эта техника скрыта глубоко внутри каменной скрижали. Даже глава не может получить метод для практики. Более того, никто не осмеливается силой разбить каменную скрижаль, так как возможно повредить сущность крови внутри. Чем же отличался Сяо Янь? Может, небесным пламенем? Единственный уникальный для него аспект заключался в его небесном пламени. Но нет, все дело в чрезвычайно мощной духовной силе. В каменной скрижали находится остаток духа или души святого Хуан Цюаня, который ее и охраняет. Метод практики божественного гнева безмятежного источника находится внутри, поскольку волшебные звери не особо уделяют внимания духовной силе. К примеру, Яо Мин, святой 2 звезд, обладает духовной силой, что примерно соответствует алхимику 7 ранга. Лишь душа, которая достигла небесного состояния, сможет успешно проникнуть в каменную скрижаль. Племя питонов не хотело привлекать алхимика извне, потому что беспокоилось, что разоблачение информации о каменной скрижали Хуан Цюаня может привести к неприятностям. Ведь сущность крови святого желтых источников скрыта внутри скрижали. Если новость об этом распространится, десятки святых попытаются заполучить ее. Вот такую ценную информацию доверили Сяо Яню. Яо Мин таким образом хотел отплатить Сяо Яню за помощь, а также сам хотел стать сильнее, изучив технику. Сяо Янь, естественно, согласился попробовать. На следующий день они оказались возле древнего алтаря. Здесь находилась бледно-желтая каменная платформа. На ней было выгравировано много таинственных символов. Сяо Янь ощущал от нее чрезвычайно сильное духовное давление. Простой остаток его души уже обладает таким мощным давлением. Я действительно задаюсь вопросом, каким же экспертом был этот святой Хуан Цюань. Он натренировал свою душу до пугающего уровня. Как кто-то в полшаге от Бога может быть простым? Сяо Янь начал. Иллюзорная фигура вышла из его лба. Его душа принимала человеческую форму. Существовало очень мало специалистов, которые уделяли бы большое внимание обучению своей души. Хотя душа является основой человека, она не сильно влияла во время битвы с другими, без особого метода, который требовал непропорциональных усилий и времени для развития. Поэтому духовная сила большинства экспертов оставалась на обычном уровне. Они не могли превращать свою иллюзорную душу в настоящее материальное тело, как сейчас сумел Сяо Янь. В следующий миг душу Сяо Яня словно бы сожрали, и она странным образом исчезла. Над скрижалью собрались грозовые молнии. Скрытое пространство внутри каменной скрижали. Этот святой Хуан Цюань смог создать отдельное измерение в каменной скрижали. Сяо Янь ступил по воздуху. Он медленно углубился в созданное пространство. Молнии ударили в него со всех сторон, а далее в небе над его головой возникло темно-желтое облако. Палец безмятежного источника. Сяо Янь поднял голову и посмотрел на огромный палец, разрывающий небо от желтого облака. Он стал свидетелем истинного проявления техник святого Хуан Цюаня. Демонический святой Хуан Цюань, покажись! Этими приемами ты не сможешь победить меня. Сяо Янь увидел на вершине горы огромный трон. Человеческая фигура в желтой одежде сидела прямо на нем. От нее распространялась аура, способная вызвать дрожь у всего мира. Молодой человек, это не то место, куда вы можете свободно приходить. Но Сяо Янь ответил, хотя вы когда-то были экспертом высшего уровня в этом мире, теперь вы лишь остаток души. Фигура рассердилась, и чрезвычайно сильная духовная сила, словно лезвие, выстрелила в голову Сяо Яня. Но вместо отступления Сяо Янь махнул рукавом. Величественное духовное колебание распространилось и заблокировало духовную атаку святого Хуан Цюаня. Сяо Янь сказал, что уйдет только тогда, когда получит метод обучения божественного гнева безмятежного источника и сущность крови святого. Сяо Янь обладал продвинутым небесным состоянием души, самый сильный человек, которого Хуан Цюань встретил за столько лет. Но это не предел.
Существует пропасть до перехода к совершенному небесному состоянию. Душа святого желтых источников уже превзошла совершенное небесное состояние и достигла божественное состояние. Сердце Сяояня сильно застучало, услышав эти два слова. Это был первый раз, когда он услышал о том, что кто-то достиг духовной силы божественного состояния. Вряд ли кто-то на нынешнем континенте Доуци сможет достичь этого. Не зря это эксперт в шаге от Доуди. Но это лишь отпечаток той могущественной души. Сяояню пришлось сразиться с ней. Борьба между душами была намного рискованнее, чем борьба путем использования энергии Доуци. Если человек будет неосторожен, его душа будет разрушена. Если душа будет уничтожена, сама жизнь человека исчезнет из этого мира. Сяоянь на себе испытал мощь техники гнев безмятежного источника. Атака демонического святого Хуанцюаня заставила даже Сяояня почувствовать опасную ауру. Это была истребляющая звуковая волна, что воздействовала прямо на душу. Тело Сяояня тут же начало разрушаться, но Сяоянь здесь точно не умрет. Скопление пламени внезапно собралось в пустом пространстве. Пламя быстро взревело, превращаясь в иллюзорную фигуру. Небесное пламя? Неудивительно, что ты смог выжить. Святой Хуанцюань был немного удивлен, когда посмотрел на пламя вокруг Сяояня. Сяоянь выжил, но душа понесла большой ущерб. Придется отдохнуть около 10 дней, чтобы полностью восстановиться. Если бы небесное пламя не защитило его, он бы точно получил серьезные травмы. Поскольку ты пережил божественный гнев безмятежного источника, я дам тебе желаемое. Фигура святого щелкнула пальцем, и возникла духовная пульсация. В голове Сяояня появился полный метод обучения. Сяоян закрыл глаза и почувствовал эту информацию. Он получил метод обучения для божественного гнева безмятежного источника, но также и методы обучения пальцу безмятежного источника и ладони безмятежного источника. Сяоянь поспешно сложил руки в сторону святого и поблагодарил его. Но это еще не все. Сяоянь получил истинное наследие – золотое жидкостное тело. Сяоянь ощутил, как в его сердце начала циркулировать сила родословной. Это сущность крови демонического святого Хуанцюань. За 1000 лет он настолько близко подобрался к Доуди, и вот что понял. Вполне вероятно, что Бог больше никогда не появится в этом мире. Почему? Тут же спросил Сяоянь. Количество Доуди сократилось с древних времен. Теперь этот уровень существовал только в легендах. Кроме последнего древнего бога Тоше, казалось, не осталось иных следов богов на континенте. Этот вопрос всегда был загадкой в сердцах многих людей. Из-за вопроса Сяояня святой Хуанцюань нахмурился. Казалось, он что-то вспоминал. Похоже, нынешнему миру чего-то не хватает. Лицо Сяояня дрогнуло, он не мог понять, о чем говорил демонический святой Хуанцюань. Но и тот не мог ответить Сяояню, поскольку его воспоминания растерялись. А мы знаем, чего не хватает, согласно прошлым роликам. Жизненная энергия континента стала исчезать, пока Тоше не запечатал ее остатки. Так, путь к новым Доуди был закрыт. Наконец он передал Сяояню сущность святого. Золотая кровь медленно приземлилась на ладонь Сяояня. Обширные и могучие энергетические колебания заставили кровь вскипеть. Фигура святого Хуанцюаня становилась более иллюзорной. Моя миссия завершена. Надеюсь, мои высшие навыки не потеряют своей славы и репутации после моей смерти. В этот миг его тело полностью исчезло. Сяоянь тихо вздохнул, увидев, что пространство в одно мгновение стало темным и пустым. Его иллюзорное тело задрожало и медленно исчезло из этого измерения. Эта информация и это наследие для Сяояня будут крайне ценны на пути к Доуди. Большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, что вы думаете об этом наследии. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и всем пока!